Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что по четвергам ждете нашей встречи со Степаном Димурой. Он на связи. Степан Геннадьевич, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, важное объявление, ну, кроме всего прочего, что естественно, точно, вот стопроцентно, вот прям нужно. QR-код, который возле меня, это возможность задать вопрос к сессию вопросов и ответов вне очереди. Пользуйтесь, поддержите канал. А если нет, то поддержите канал, перейдите в закрытый клуб Шелеста в Телеграме. Там тоже выкладываются и аудио, и видео, и анонсы на предстоящий день. В общем, интересное общение в чате. Переходите. Ну и, конечно, в сообществе YouTube, если заблаговременно. Но если хотите прям вживую, то дождитесь финала всех этих вопросов и вот, так сказать, поучаствуйте. В конце обязательно пообщаемся с чатом и точно, 100% пообщаемся в начале, потому что есть опрос. Но перед опросом то важное объявление, о котором я говорил. В ссылке к этому видео есть, как это правильно, политкорректно говорить, крайний, да, крайний семинар Степана Геннадьевича. Перейдите, поинтересуйтесь. Ну и, конечно, телеграм-канал Димуры к вашим услугам. Начнем, пожалуй. Опрос нашего сегодняшнего Ну, эфира. крайне, я хочу заметить сразу, крайне это тюремный жаргон, поэтому правильно говорить последний. Ну, последний крайний. Последний крайний. В общем, семинары еще будут, поэтому следите за деятельностью Степана Геннадьевича и в его телеграм-канале, и, конечно, в этом просветительском ручье. Значит, опрос нашего сегодняшнего эфира. Кто больше уклоняется от остановки войны в Украине? Варианты. Желающие, ну, в смысле коалиция. Путин, Трамп, Зеленский. Мнение разделилось, желающие или Зеленский. Ну, в общем, Степан Геннадьевич, с этого вопроса мы, пожалуй, и начнем. Однозначно желающих, потому что у них такая доктрина нанесения стратегического поражения России и то, что Украина должна как можно больше нанести потерь, что ли, и вреда. Соответственно, Украина – это расходный материал, поэтому чем дольше идет война, тем лучше для них. Вот и все. Здесь вопрос, ответ, к сожалению, однозначно для меня. Ну, в общем, друзья, голосуйте, мы в конце сверим, как говорится, часы, кто там победит, Зеленский или желающие. Но я специально развел эти две позиции, потому что, ну, они правда разные. Вот сейчас разные. Потому что приходит Зеленский и говорит: ой, какая-то теоретическая у вас коалиция, непрактическая. Потом, собственно, согласовали, выкатили условия, да, от Европы. Витков был, обнял Зеленского, как все, да, когда тут пришел. Но, как свидетельствует Елисейский дворец, 20 минут пробыл на этом совещании. 20. До этого там, конечно, Ермак писал, что вот, мы встречаемся с Виткофом. Так только встречались с Виткофом. Кажется, что в этой всей заварухе мы ее сейчас разберем. И позицию Европы, и, как говорится, баланс сверим торговый, кредит с дебетом сведем. Но кажется, что Витков здесь, вот ключевое звено. Нужно понять, что, с чем и как, с чем приехал, с чем уехал Витков, чтобы понять, что будет дальше, не находите? Да, абсолютно, по-моему, без разницы. И что будет дальше, и так понятно. Продолжение войны. Все эти разговоры европейских лидеров – это ни о чем. То есть нужно вот поддерживать марку, потому что у них, как у Трампа теперь, ой, сегодня мы войска отправим, к вечеру уже не отправим, деньги дадим, к вечеру дадим, но не так много, утром поставим дальнобойное оружие к вечеру. Ну, если будут, наверное, может быть. И вообще мы ведем войска, если только будут твердые гарантии от США. А в США Трамп, у которого утро и вечер диаметрально различаются. Поэтому это все пустая болтовня. Тут все понятно лично для меня. Война будет продолжаться. И я думаю, может быть, через полгода, через 9 месяцев будет достигнут мир, но уже в совершенно других условиях. Интересно, на каких? Потому что так Ну, послушать... как на каких? Они были озвучены. Вопрос в том, сколько территории отойдет. Условия, они на самом были давно озвучены. Это признание всего и вся юридическое, не вступление в НАТО, суверенитет. Ой, не суверенитет, а нейтральный статус. И без армии. А там что останется, то останется. От Украины имею в виду.
Эта неделя, конечно, ну вот кто бы что ни говорил, как бы кто ни тужился, не пыжился по поводу коалиции желающих, конечно, прошла под знаком событий в Китае. Сначала ШОС, потом парад, Путин, Ким Чен Ын и Си Цзиньпин, это страшная фотография, которая там... Мы с вами на прошлой неделе говорили, что это вот за этим надо следить. И, конечно, там ряд решений, то есть там банк, ШОС, Китай показал свою мощь, но как бы тем не менее, да, то есть вот это мы за мир, ну вот смотрите, и там и дроны Нет, очень мы за интересные. другой мир, да, мы за мир. Нет, там мы за новый мировой порядок. Вот. Это разные вещи. Это повесточка 2030 как раз. Вот. Новый мировой порядок. Эм, Так что здесь нужно быть осторожным в своих желаниях. Ну, то есть китайцы показали, что они, в принципе, готовы воевать. Ну, не то чтобы готовы воевать. Я думаю, что до войны дело не дойдет, по большому счету, с Китаем. Они сейчас воюют с Западом через нас, они воюют с Западом через Иран. До прямого военного столкновения, я думаю, дело не дойдет по одной простой причине, что, ну, они штампуют крылатые ракеты, там, по-моему, 1000 штук в месяц. О чем вы говорите? Они просто тупо закидают. Ну, собьете вы 50%, остальные долетят, например. С ними воевать бесполезно. Просто закидают. Очень, Поэтому очень я думаю, что не примечательно, дойдет. очень примечательно по поводу вот этих всех, ну, скажем так, вещей происходящих. Сначала вот этот ШОС, Пекин, потом вот коалиция желающих. Вот по времени публикации спецпредставителя Путина Дмитриева. Он вынырнул вместе с Трампом, ну вот когда появился Трамп и начался вот этот трек к какому-то урегулированию, появился Дмитриев. Дмитриев очень хорошо, его знают в Украине, в Киеве, работал в фонде Пинчука, тоже там свой человек в этих всех блэк-роках, структурах и так далее. Вот он сейчас, По умолчанию, да, да. он сейчас, так сказать, а Витков его как хорошо знает, потому что он... Между прочим, он один из молодых лидеров будущего, как и Путин, товарища этого, как его, Швабельсона, товарища Швабе. Так Нет, вот, этот будущий лидер публикует у себя очень интересно, скажем так, очень интересные картинки. Вот одна из них. Значит, искусственный интеллект, понятно, тигр — это Индия, Россия — медвежонок, пандочка — Китай, они сидят с самоварчиком, пьют чай. Представляете? Это было вот пару дней назад. А сегодня почему-то он опубликовал подобную картину, но уже вместе с Орланом, ну то есть тигренок, медвежонок, да, орленок да, да. и пандочка пьют чай. Смотрите, конспирология на самом деле похлеще, чем на обложках журнала Economist. Не, ну на Economist там они на тяжким, на тяжелом сидят. По большому счету, если так разобраться. А здесь, на мой взгляд, никакой конспирологии нет, потому что, ну, как много раз говорилось, ребят, создается многополярный мир. Есть Запад, который символизирует все плохое для человечества, а есть глобальный Юг, который символизирует все хорошее для человечества. Вот. Был один гегемон, теперь будет два гегемонщика. Цель очень простая. Они с друг другом не особо хорошо ладят, поэтому нужен посредник и гарант всего и вся. Этот посредник и гарант всего и вся будет стричь хорошие купоны. Потому что будут отдельные практически экономические зоны, сферы влияния и тому подобное. Поэтому здесь все понятно, я думаю, да. Типа вот гегемончик одного слепили, Китай, который, ну, если подлепить к нему все то, что под него положили, ну, оно по весу значительно превышает экономики США и Евросоюза по численности населения. Даже теперь уже по, скажем так, глубине потребительского рынка. Поэтому вот они будут теперь существовать, и посреднички будут пилить много бабла. А все нормально, двухполярный мир. Так не четырех, двух. Не, ну а слушайте, там пандочка и орлана. Все остальное, ну, это как бы вот антураж. Мгм. Ну, как это? Пандочка сидит с Орланом Ну, рядом. понимаете, тут можно дальше рассуждать, что типа
Юго-Восточная Азия, это будет сфера интересов Китая, там все, что около Индийского океана, это сфера интересов Индии, Восточная Европа, возможно, даже вся Европа, это сфера интереса России, там Индия, Среднюю Азию тоже еще поделят. А Штаты, ну, у них все будет свое в восточном, в западном полушарии. Ну вот и будут такие системы, грубо говоря, существовать. Но, слушайте, посмотрите на вес Китая, да, на его экономику, ну, даже на его армию. Ну, посмотрите на вес той же Индии или России. Они несопоставимы. Понятно, что пандочка там главный. Пандусик. А, ШОС, всяческие европейские аналитики говорят, что это будет, ну, простите, чуть ли там не война против Европы. Вот так это все Кому она представляют. сдалась, эта Европа? По большому счету, не Европа, как какой-либо самостоятельной геополитической, экономической, военной единицы давно закончились. Лишь вопрос в том, кто будет эту полянку доить. Вот и все. Достанется она пиндосом, либо она достанется, вот, условно говоря, Шолсу. Вот и все. А аналитики могут писать что угодно. У них работа такая, клавиатуру мучить. Ну, погодите, все происходящее на этой неделе в Китае четко, ну, чуть ли как бы не воспринято как вызов, который брошен. Ну, это их проблема, говорится, это проблема пациентов, пока их не вылечит врач. Вот и все. Они могут себе фантазировать все, что угодно. Они уже дофантазировали до того, что Россия – это антихрист. А, да? И вот он стоит на пороге, вся морда уже в крови, пахнет серой. И сейчас он нас начнет жрать. Это муж Панина. Ну, это тоже девочка у них там есть такая, то ли мужчина, то ли женщина, премьер-министр Финляндии. Тоже корочку отмочила, что русские – это раковая опухоль. Ее задача Запада – ее вырезать. Ну, давай, вырезай, чухоночка. Поэтому, на самом деле, еще раз, ни экономически, ни в военном плане, ни в политическом плане Европа из себя уже ничего не представляет. Так, садик, который чахнет, не более чем. Поэтому они могут писать все, что угодно, фантазировать о чем угодно. Ну, как мы видим, они даже войну на Украине одни вытянуть без Штатов не могут. Им обязательно нужны гарантии США. Спрашивается, почему, если вы такая мощная экономика и такой, можно сказать, мощнейший военный кулак, а в геополитическом плане вы вообще монстр. Какую-то войну в какой-то стране с непонятной Россией вы вытянуть не можете без США. Кто вы вообще, что вы? Ну, Поэтому, погодите. Макрон говорит, 26 государств готовы ввести войска да, или да. помочь деньгами. Нет, ну еще раз, позавчера они уже были не готовы, теперь снова готовы. Ну, завтра будут снова не готовы, поэтому что анализировать этот шум? Серьезно, ну, я не знаю, кто вообще еще воспринимает Евросоюз как нечто серьезное. Они способны там что-нибудь подгадить, там, знаете, поставить там, может быть, сотню-другую, 10 дальнобойных ракет. Ну, не более чем. Ну, просто дальнобойные ракеты, что они решают? Вот все о них говорят, но по Ну, это большому-то очередная счету. вундервафля. Это очередная вундервафля перемоги. Знаете, помните, до этого были F-16, Тигры. Тигры, нет, они поставили Леопарды, Абрамсы. Ну, каждый раз эта вундервафля превращалась ну, посмешище, по большому счету, на линии фронта. Так что они уже ничего не могут Да и, без США. Без США. да и Трамп что-то не шибко рвется. Макрон дал А что он понять... может сделать? Нет, А что он смотрите, может сделать? Макрон дал понять, что он не дает никаких гарантий Украины. Там же в чем смысл приезда Зеленского? Говорит, я, Давайте я вас сразу перебью. я У приезжаю, Зеленского подписано 30 почти договоров о защите чести и достоинства. то не Какие еще то, гарантии нужны? то не то, Степан Геннадьевич. А Сегодня, говорит, это нет. Вот вы снова политически неграмотны. Правильно говорить, вы не понимаете, это другое. ну вот понимаете, в чем дело? Тут эти гарантии теперь Зеленский говорит, должны ратифицировать парламенты стран,
А, По-моему, кто-то вляпался, и причем очень в такую серьезную лепеху. Парламент какой страны ратифицирует гарантии безопасности и ввод войск, ну или там участие деньгами? Вот берем Европу, а там же разные страны. Вот это же на самом деле, вот все это сейчас понесли как какую-то новость победную, но это новость, обозначающая, ну, это безысходность. Потому что, во-первых, ратификация должна пройти, ну, то есть это время, там сессии, это все, распорядок, это время. Во-вторых, какой здравомыслящий Люксембург, простите, пожалуйста, ну или какой-нибудь там Монако, ну там, я не знаю, из небольших государств, да, Мальта, например, какая-нибудь, возьмет и серьезно, о, да, мы будем там поддерживать и давать гарантии безопасности Украины. ну, Мальта, может быть, и не даст, а Прибалты с Финляндией на раз-два. Разве этого недостаточно? Нет, вы абсолютно правы, на самом деле. Ну, это реально уже от безысходности. Нам нужно из чего-то сделать перемогу. Как с этими, с ракетами средней дальности, которые выписал Трамп. Вообще о них что, не знаете, да? И я не Не, знаю, мы и знаем, никто что не их, знает. мы знаем, что их 3000, $2500. они летят Да, на 3000 километров, да, они без да, да, GPS, то есть их не заглушишь рэбом. Ну, такая вот да. мощная история. И, GPS это, да, да, это прекрасно, это значит инерционка стоит. Это супер точная ракета. Ну, в принципе, сейчас инерционки хорошие. Дело в том, что компания, которых производит, она получила 40-миллионный заказ от Пентагона на производство опытного образца. мгм. Этот опытный образец должен быть представлен Пентагону в октябре 2025 года. То есть его еще нет. Потом нужен конкурс провести на производство этих ракет. Если все будет хорошо, заявленная мощность производства порядка 1000 ракет в год. Ну, то есть получается где-то к 2028 году Украина их получит. Ракеты запускаются с воздушных носителей. Ну, сколько у вас там воздушных носителей, которые летать могут? Ну, не знаю, штук 20, может, найдется, может, 10. Ну, то есть залп будет такой, да, впечатляющий. ПВО не перегрузит. Это просто пример, понимаете, вот с одной стороны, да, США типа проводят такую достаточно взвешенную, я бы сказал, даже жесткую линию по отношению к России, но как-то вот на поверку оказывается, что ребята, там у них коалиции, судя по всему, кружки рукоблудников в администрации Трампа. Одни неоконы, другие, скажем так, более, скажем, заинтересованы в скорейшем возвращении Иксона в Россию, скажем так. Отсюда вот такие вот и перлы. Как оценить вот эту историю, которая прошла тоже потужной новостью, но если вдуматься, это я про Париж все, про Париж. Значит, Трамп говорит, и во время телефонного звонка это якобы они же как собрались и начали звонить Трампу. А Трамп говорит, ну вы давайте там свои гарантии, а я там пару недель подумаю, я потом предложу Да, свои. Потом, опять 2-3 недели, там 2-3 недели. Но тоже так вот. нет, 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 нет. Давайте быть точными. У Трампова в районе 2 недель. Это вам не Люся 2-3. Тут четко. В районе 2 недель. Ну, а дальше там просто или есть, или нет. Ну, то есть, как дедлайн Ну, был 3 сентября. еще 2 недели, да, да. Но это не Ну, 2, это 2. Да. ну, то есть, понимаете, в чем дело? Тут же какой момент? Одной строчкой, что Трамп, и это потом обыгрывает Зеленский, Трамп сказал Европе, Европа, давайте-ка отказывайтесь от российских энергоносителей. Зеленский на пресс-конференции отмочил, то, что, правда отмочил, говорит, смотрите, Трамп недоволен, что Венгрия и Словакия покупают российскую нефть. А мы, мол, бьем по дружбе. Это наши санкции по нефтепроводу.
Ну, конечно, заявление сумасбродное, если разобраться, потому что есть же статистика, сколько закупает Европа, и та же Франция, Макрон, который стоял с умным видом, посадил возле себя, как вот это, знаете, там молодожены сидят, а вокруг это столы буквой «П», вот это, возле Зеленского, возле себя, на трибунках стоял. Ну, Франция, Макрон завидует Ермаку просто. Это всё. Франция, Франция Ревнует. наращивает покупки энергоносителей. Вообще, конечно, это такой. Простите, а сколько они покупают жирного газа? Там рекорд за рекордом идет поставок жирного газа в Европу. Поэтому, ну, пустые слова, ну, это, знаете, шум губами, не более чем. Изображают бурную деятельность при отсутствии какого-либо возможного результата. Це Европа. Нет, так Трамп правда намерен выбить российские энергоносители из Европы? Слушайте, а чем он их заменит? Вообще, вот когда вот такие разговоры идут, там европейцы собираются закупить за 3 года на 750 миллиардов сжиженного газа из США. У США нет такого количества сжиженного газа. Откуда он пойдет? Из России. И с нефтью будет то же самое. Там, я думаю, когда будет обнародована окончательная версия договорника, там у многих глаза на лоб полезут. Просто. Я имею в виду между США и Россией, когда детали просочатся. Ну, там будет все практически то же самое, что говорилось 3 года назад. Почему-то так совпало. Но это будет нечто. Ну, пока просочилась одна очень такая деталь, специфическая. Значит, ну там Ушаков наводил тень на плетень в Китае, говорит, нет, там не договаривались о встрече. Значит, сегодня, вот сейчас уж Зеленский там буквально полчаса назад, 40 минут уехал с Елисейского дворца, все, как бы это все закончилось. Но в процессе там Макрон говорит, как мы видим, давайте оценим видение Макрона. Значит, сначала встречаются Зеленский и Путин. Потом Зеленский, Трамп и Путин. Потом встречается кто-то вчетвером. Ну, я так понимаю, что те же, и как там, те же и Печорин, ну, вот это как там они Ну да. пишут, А да. потом пятером Макрон и смуглые алжирские парнишки. Да, ну, так и будет. Ну, то есть, вот такой как бы план. Это на коалиции желающих. Гениальный план, да. Путин во время ответов на вопросы в Китае, он фактически раскрыл эту историю, что да, действительно, Трамп просил Путина встретиться с Зеленским. Тут ему ответил, да, хорошо, давайте встретимся, и пускай приезжают в Москву. И вот сейчас ну, эта вот тема про Москву, то есть она же гудит. Потому что французская, например, свободная, ну там не отнять, там свободное телевидение, они выходят и говорят, значит так, значит, Зеленский может из этого устроить шоу, он может вместе с Трампом приехать, и если Трамп скажет, то он никуда не денется и будет лететь в Москву. Это вот мысли, которые толкают французские, ну, журналисты, аналитики. И по большому счету все вот как бы отмахиваются от этой мысли, но все понимают, что это так и будет. Что если Трамп скажет «Вова, лети», Вова или едь, я не знаю, поездом, там еще что-то. Что вы думаете? Поезжай. Поезжай, да, Вова. поезжай. Карету мне, карету. Степан Там Геннадьевич, крокодил в ванной комнате. что вы думаете по поводу этой темы Москвы, которая внезапно всплыла? Поедет Зеленский? Я думаю, что в данном контексте, если Трамп реально скажет, он поедет куда угодно. Потому что если он не поедет, его отвезут, условно говоря. Только уже в другое место, в лес. Поэтому ситуация абсолютно, скажем так, у него безысходная, у администрации, на мой взгляд. Пока что они пытаются, как в свое время Лукашенко, лавировать, но я думаю, что они уже долавировались до точки, потому что, ну, это историю Лукашенко лавировал, но все равно оказался в лапах медведя. Так и здесь. Ребята, говорите сколько хотите, делайте что хотите, но если пиндосы скажут, никуда ты не денешься. Даже твои бритые космополиты тебя уже не спасут.
А почему Путин? Просто смысл, ну, я вот, понимаете, это вот еще раз, это такие какие-то идиотские нарративчики сбрасывают, чтобы просто тянуть время, по большому счету. Знаете, вот все обсуждают, анализируют. Ну, вот смысл встречи в данной ситуации, в данной конфигурации того же Путина с Зеленским какой? Никакого. Позиции сторон четко обозначены. Позиции сторон диаметрально противоположны. Смысл встречи государственных лидеров. Это подписать какие-то бумажки, либо лично обкашлять некоторые вопросы, которые были до этого тщательнейшим образом проработаны, скажем так, аппаратами соответствующими аппаратами правительства и администрации президента. А здесь что? Позиции диаметрально противоположные. О чем, зачем встречаться? Смысл этой встречи? Пиар Зеленскому получить? Ну, мальчик, не забывай свое место. Оно, скажем так, далеко от нижней полки, в углу камеры. Поэтому нет смысла. Это все так, пиар-шумиха. Потому что, ну, европейцам надо кость было кинуть. Да, да, они встретятся обязательно. Зеленскому тоже попиариться, кость кинуть, что я такой принципиальный, европейцы против, и вообще, и вообще, и вообще. Мы будем работать над тем, чтобы Трамп остался в войне. Но он и так формально остается, только теперь уже в несколько ином качестве. А именно мы денег не тратим, деньги тратят европейцы. А их у них нет. Если проанализировать, попробовать по пути по дорожке Трампа, не по дорожке Зеленского, ну, потому что А там одинаковые дорожки уже, судя по всему. это все-таки вредно для здоровья. А Трамп, Ну, не скажите, я думаю, там в Белом доме после Хантера осталось столько закладок, что Трамп их периодически подождите, ну, находит. Трамп заботится о своем здоровье. Это показало начало недели, когда он пропал, а потом появился. И ничего, так нормально появился. Говорит, 2 дня ничего не делал, а тут... 6. Он молчал 6 дней. Это он молчал 6, а не делал 2. Ну молчал 6. Это непонятно, что хуже. Кстати, для Трампа молчать 6 дней. Не, а есть же какие-то практики духовные, там всякие восточные, что типа обет Да, молчания, да, ты да, да. затыкаешься и все, и потом тебе легче. Я Ну, думаю, что его заткнули просто, попросили помолчать чуть-чуть после фиаско с Индией. Я думаю, после этого, потому что такой факап вообще допустить, феерически просто. Во все учебники э, дипломатии и геополитики войдет такой факап с Индией. а чем чревато для Америки? Ну как с чем чревато? Был какой-то противовес Китаю в этом районе. Теперь его нет. Красавцы. Но самое страшное то, что произошло внутри Индии. А внутри Индии произошло то же самое, что произошло, кстати, в Иране. Когда, скажем так, наиболее прогрессивная часть индийского общества, после того, как на них наложили санкции, резко изменила свою точку зрения и отвернулась от Запада. В Иране произошло то же самое. После начала бомбежек во время переговоров. Не стала Ну, поддерживать власть, да? Да, да, да. Потом выходит этот дурачок Навару, реальный дурачок, и говорит, индийский народ должен скинуть это иго браманов. Это самая большая демократия в мире. И вообще слиться в едином экстазе с Западом. Я так думаю, Моди вообще не браман, он из низшей касты. Хоть бы мат счастья изучил. Так что там вообще... То есть была политика по отношению к России, держать Россию на дистанции от Китая. Была политика по отношению к Индии, держать Индию на дистанции от Китая. Они все это, да, нельзя говорить слова, иначе заманят, профукали. Вот. Все, что делалось там, условно говоря, с Россией последние, и Китаем последние 60 лет, а с Индией, наверное, последние лет 20 после развала Совка, все коту под хвост. Вот так вот, росчерком пера. Гениальные ребята, гениальные просто. Так и что будет с этими 50% санкциями против Индии? Ну, Там на тарифами. самом деле санкции наложили достаточно избирательно. То есть, по большому счету, насколько я понимаю ситуацию, пытались сделать так, чтобы самим себе не навредить.
Я думаю, их просто оставят, потому что администрация Трампа, там есть у них такая милашка Бессент. Нет, милашка это этот, как перепутал. Красотка Бессент. Она уже стала заявлять, что мы будем давить на Евросоюз, чтобы они тоже ввели санкции против Индии. То есть, ну, ребят, вы вообще, вы где живете? У вас с головой-то как? Окей? Или лишнюю дорожку таких хапнули? Ну, реально просто, ну, это такой идиотизм. Ну, это вот, знаете, вот такая вот уверенность в великой имперской идее, золотом веке Америки, что она всесильно может гегемонить всегда и везде. И ничто не в состоянии поколебать эту уверенность. Ну, кроме парочки мощных пропущенных ударов. Но это им предстоит. Один из них Венесуэла. Вот Да буквально... нет, кому она нужна, эта Не, Венесуэла? подождите, буквально вот во время нашего эфира сейчас выходит Рубио, ну там разница часовых поясов, выходит и говорит, значит так, мы вообще не обращаем внимания на ООН в наших отношениях с Каракасом. Типа, ООН, иди Не вон, прибил он, да. Это понимаете? называется варварство. Закон джунглей. А, Спасибо, ребята. Все теперь будут делать точно так же. Причем Так. интересен другой момент. Вся вот эта действительно феерическая там неделя, это исторические события. Россия и Китай подписывают 22 там документа. Присутствуют все лидеры на этом, ну, там, на этом шосе, потом на параде, то есть там кто был, кто не был. Понятно, что... Кстати, Си провел парад только из-за того, чтобы его увидел Трамп. Да. А он увидел. Да, и вот понимаете почему? Потому что сама фигура Трампа, которая постоянно над всеми доминирует, она у товарища Си вызывает комплекс неполноценности, судя по всему. Нет, Бывает. комплекс неполноценности может вызвать сравнение парадов, которые провел Трамп в начале лета, и тот, который мы увидели пару дней назад. Там был, в Вашингтоне был лучший парад из парадов. Спросите Трампа. Ну, товарищ Си, понимаете, он в свое время забанил этого Винни-Пуха, но все равно не прошел у него комплекс неполноценности по отношению к Трампу. Вот серьезно, сидишь, думаешь, ну ладно, это какой-нибудь там шизоид, какой-нибудь комик был бы, да? Но, блин, это же президент США. Ё-моё, мощно. Не, ну тут тот парад у Трампа, кто там, Да, Кока-Кола да, да. спонсировал, кто там еще, ну, всякие вот эти, ну, вот эти компании, там, фармацевтические, там, все вот эти американские, айфоны, да, Apple компании, вот эти, все скидывались деньгами, чтобы провести вот этот парад. Пипец вообще. Знаете, так вот смердит совком от всего этого. Ну, и там пожилой генсек Черненко, у них там Трамп. Ой, Ну так от чего не напали-то на Венесуэлу? вы знаете, я думаю, на самом деле тут все немножко ширее и глубже, как говорил один великий меченый лидер. А, у пиндосов сейчас вот с 25 по 31 год намечается четвертое превращение. Ну, упадает время. Почитайте книжку, отличная, кстати, книжка о циклическом развитии вообще, о социодинамике в США. В момент этого превращения скоррумпированные социальные институты начинают, условно говоря, разрушаться, и на их место приходит нечто новое. Новый типа дух впрыскивается в систему управления в Америке. Сопровождается это финансовыми кризисами, войнами и тому подобное. Я думаю, что они полезли на самом деле не только в Венесуэлу, но они полезут в Мексику и в Бразилию. Почему? Потому что существует доктрина Монро, которая говорит о том, что в западном полушарии доминируют США. Отсюда позывы, кстати, и на Канаду, отсюда позывы у Трампа, не у Трампа, а, скажем так, у части его окружения, которое ему говорит, что нужно думать по утру, иногда вечерами, на ночь глядя, на Гренландию. То есть американцы пытаются закрыть все те возможные проблемы, которые у них есть на заднем дворе. То есть обеспечить себе прочный, мощный с точки зрения геополитики тыл. А под какими предлогами они это делают? Ну, там придумали солнцевских. Ну да, вы рассказывали, да, Да, солнцевские. гениально, просто гениально.
Это варварство в чистом виде, потому что, ну, Мадуро легитимно избранный. Признаете вы выборы, не признаете, это же ваша проблема. Но он официальным большинством, скажем так, мирового сообщества признается легитимным президентом. Хорошо, вешать на его голову 50 миллионов, круто. Убить легитимно избранное и на самом деле признанное международным сообществом правительство Йемена, ну, мирную его часть, да, это тоже нормально, это новая нормальность. Это варварство в чистом виде. Варварство, оно всегда присутствовало, просто были, скажем так, возможности и средства прикрывать это фиговым листочком там, прав человека, борьбы за демократию, свободу во всем мире, свободу Леонардо Пелтиеру, как в свое время Савкелову. Но теперь таких возможностей больше нет. И вот мы видим этот звериный оскал варварства. Вот и все. Значит, приходит новость о том, что Ступ, ну тоже, конечно, еще тот Да, парень. это пассажир такой непростой. Не, ну вообще, конечно, выдать, говорит, что Финляндия победила СССР, потому что сохранила Ну, не независимость. сохранила. Не сохранила. Нет. Государственная сохранила, территорию нет. Нет, ну понимаете, в чем дело? То есть победили. А Зеленский же это повторяет, говорит, мы победили, потому что сохранили идентичность, вот это все. Ну, Ну, то надо есть, же пиплу что-то скармливать. Да. такие. Вот он подтвердил, что Трамп действительно обсуждал с лидерами ЕС отказ от закупок российской нефти. Урсула фон дер Ляйен, это Ступ настучал на Урсулу, говорит, что она согласилась с Трампом, что Европе необходимо отказаться от экспорта энергоносителей. А в ходе разговоров лидеров ЕС с американским президентом предложил наиболее низкий потолок цен ввести на российскую нефть. И только две страны покупают энергоносители у России, мол, это ЕС, Словакия, ну, в общем, короче, Венгрия, Словакия, да. Венгрия, да. Смотрите, Мерзавцы. у меня вопрос. А что это за... Ну, ладно, не будем подбирать это слово. Да. В общем, что это такое, Степан Геннадьевич? Смотрите, ну, хотите отказаться? Ну, возьмите, Отказывайтесь. откажитесь, скажите, Ну, все. все, И хана. типа, а мы низкий потолок цен. С надеждой, что кто-то продаст по дешевке? Ну, наверное, надежда на то, что, используя вот эту концепцию низкого потолка цен, используя концепцию нелегальности теневого флота, они будут что-нибудь мутить на Балтике. Ну, типа, потопят пару танкеров, скажут: о, катастрофа экологическая, смотрите, какие старые танкеры. Ну, и начнется раскручиваться маховик там досмотра, запрета и тому подобное. А вот если вы везете нефть ниже потолка, то мы вас пропустим. Э, Ну, это если есть такие планы. Я думаю, они есть где-то там в загашниках. А так, ну, ребята, ну, вы красавцы, молодцы, вы отказываетесь от газа, вы отказываетесь от атомной энергетики, те же немцы, да. Позавчера взорвали заглушенную атомную электростанцию, которая могла работать там еще, по-моему, 20 лет. Зато вы переходите на экологически чистый уголь. Ну, понимаете, вот лично я всегда привык относиться к немцам, ну, с уважением. Не, они очень Потому пунктуальные. что, ну, Ну, пунктуальность уже можно забыть, но все-таки это нация, которая дала таких инженеров, таких ученых. Просто вот даже посмотреть на просто технологический скачок Третьего рейха, да. Третий рейх, на самом деле, дал миру ядерное оружие. Потому что совкадрочеры вообще, наверное, не знают, а многие тоже не знают, что был такой у Гитлера любимый физик. Звали его фон Ардене. Этот любимый физик Гитлера каким-то макаром оказался лауреатом сталинских премий 47 и 53 годов. А в Россию переехала вся лаборатория фон Ардене и, по-моему, 100 тонн урана после войны в сопровождении батальона СС. И он, в общем-то, создавал российскую, советскую ядерную программу. Курчатов потом институт, это был его институт. Там долго висел его портрет вместе с Гитлером фон Ардене. Поэтому, ну, отношение к немцам всегда было, во-первых, разумное,
и всегда, скажем так, думающий в реалиях, реал-политик, во. И сейчас что они творят со своей страной, со своей экономикой, со своей энергетикой, просто, ну, диву даешься. Ребята, неужели так вот можно было за 2-3 поколения выродиться? Реально. Ведь они сами убивают собственную экономику. Да? Ну, молодцы. Что я могу сказать? Таких лидеров вырастили, что мама не горюй. А, Просто, знаете, когда вот вы перечисляете, то есть там промышленность, энергообеспечение, там я встречал, что на 30% подорожает электроэнергия в Германии. Ну вот, мы просто набираем вот эти все. Это как вот, ну, кто-то монополию вспоминает, да, когда там собираешь вот эти предприятия, играешь в настольную игру, да, для того, чтобы там какой-то вот, ну, короче, победить, да, и там чего-то создать. Financial Times, вот, свежайший материал. США сворачивают программы для военной помощи армиям европейских стран, которые граничат с Россией. По информации издания, на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы подготовки и оснащения вооруженных сил восточноевропейских стран, которые окажутся на передовой, если вдруг война с Россией. Согласно оценкам помощников сенаторов, сокращение может затронуть программу, по которой в 2018-2022 годах были направлены в Европу 1,5 миллиарда, да? Ключевые получатели: Эстония, Латвия, Литва. Что-то как-то... Не, ну, слушайте, тут вопрос о деньгах, да, я думаю, предлагают Евросоюзу еще раскошелиться. Так Мы смотрите, никуда... нет, Платите, мы будем обучать, все нормально. я хочу совокупить. То есть энергетики, промышленности нет, свет дорожает, американцы денег не дают, то есть готовить не будут. А правительство Британии и Франции банкроты. Замечательная ситуация. Так на следующей неделе должны Макрона скинуть. Ну, не Ну, я не знаю, Макрона. вотум недоверия, я не знаю, как он пройдет, мне даже не интересно. Это ничего не поменяет. Потому что они банкроты, либо им резать социалку, что в Великобритании для лейбористов равносильное самоубийство, они об этом сказали. А как еще сбалансировать бюджет? Во Франции то же самое. Ну, Мерц уже вышел, сказал, что да, такое социальное обеспечение немцев нам теперь не по карману. У нас тут великая битва конца света с антихристом предстоит. То ли в 29-м, то ли в 30-м году. Поэтому затяните пояса. Сыпется вся Европа по частям вообще. Им ничего не остается, как найти какого-то страшного, ну, стандартный прием страшного внешнего врага, против которого нужно сплотить общество. А любой, кто выступает против, он, значит, за этого врага. Если вы не с нами, то вы против нас. Ну, примитивно да нельзя. Тут очень интересно сейчас тоже, мы пока в прямом эфире, 20:47. Друзья, поставьте лайк, пожалуйста, подпишитесь и напишите хороший, добрый комментарий, что думаете по поводу происходящего. Извините, это, конечно, какой-то сюр, хороший, добрый комментарий по поводу того, что происходит. У вас, наверное, очень интеллигентный, вежливый О, подписчик. да, о, да, о, да. Значит, тут такой момент. Значит, Маск пишет, ну, как бы, пост. Ну, Маск, пост, понятно, да, то есть, но он решил затронуть такое великое. Пишет пост о происхождении слова «раб». Ну, раб. Слово «раб» происходит от старофранцузского, которое означало как «славянин», так и «раб», поскольку в средние века западноевропейцы, в основном франки, порабощали многих славян. Ни одна славянская страна никогда не вторглась в Западную Европу без причины, в то время как обратное происходило много раз. Пишет Дуров в ответ на этот пост о происхождении слова «раб» Маск. А дальше дополняет, что обе мировые войны начались с нападения западноевропейских стран на славянские страны. Вторжение Австрии в Сербию, 14 год, Германии в Польшу. В 19 веке Запад без всякой причины вторгся на славянские земли наполеоновских войн во время и Крымской войны. Слушайте. То есть мы сейчас, давайте так, мы сейчас видим какое-то
прозрение двух, ну как, ну, инфлюенсеров, короче, очень известных людей с миллионами, миллиардами на счетах, миллионами подписчиков, людей, и вот он, Маск рассуждает, Дуров ему отвечает. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот вы согласны с Дуровым, да, вот как бы, вот, а по А большому что он счету, точно сказал? Я просто, ну, я не читаю все это на самом деле, мне просто неинтересно. нет, так Что вот он точно сказал? точно сказал, что обе мировые войны начались с нападения западноевропейских стран на славян. Ну, формально, да. Формально он прав. А если копать глубже, то, ну, Пашенька, да, он дурачок в этом смысле. Но если копать глубже, это уже серьезные статьи УК РФ. Ну, например, это просто читать зрителям порекомендую поинтересоваться такой худспой, как Германия без объявления войны вероломно напала. Существует нота об объявлении войны, врученная Германии соответствующим послам СССР и врученная за 24 часа до нападения. Она есть в Википедии, раньше была, сейчас не знаю. Советую ее отгуглить и почитать, вы многое поймете в этом мире. Поэтому, да, формально, абсолютно формально он прав. По сути, ну, Пашенька, занимайся телегой. Степан Геннадьевич, Путин во время разговора с Фицо как бы разговаривал с Западом в Китае. Я так понимаю, завтра будет встреча Зеленского с Фицо. Тот ему должен чего-то передать, хотя, в принципе, все было сказано и публично. Путин как бы говорит: Фица, прикручивай газ, электрику, ну, имеется в виду дизель, который идет на Украину со Либо стороны. мы прикрутим. Ну вот, Убирай. и они как бы поймут, да, в чем дело. И последнее время, вот очень серьезная тема, прямо как осень настала, это вот ваша любимая, там, да, обратить Украину в каменный век. Да, Похоже, да, начинается. да. Еще нет. В сентябре, я думаю, уже ближе к концу сентября, в октябре начнется. Пока там всякую фигню выносят так. Ну, не фигню, конечно, для Украины, но системно пока работают по условно прифронтовым районам. А потом начнут уже работать по западу Украины и по основным путям снабжения Украины топливом, техникой и всем остальным. Интересно, что Сырский тут сейчас разродился внезапно потужным постом о том, что готовится увеличение частей ПВО, многоэшелонированная оборона от шахедов. И вот это все сейчас мы насытим, защитимся, отобьемся. Слушайте, которую ночь уже 500, ну 500 давайте, 500, 600 там туда-сюда Ну да, погуляет, да, 500 плюс-минус. целей за раз, 500. То есть это много. Ну как много ППО сбивает всегда больше, чем прилетает, поэтому я не понимаю на самом деле, откуда все эти взрывы. Наверное, партизаны работают. Если так уж разбираться. Ну, накрывают, да, нет, стали работать очень и очень, скажем так, целенаправленно, потому что, ну, если там раньше прилетало в какой-нибудь завод, в тот же, а, скажем, нефтеперерабатывающий, ну, 2, ну, 3, типа вывести его из эксплуатации на какое-то время, то теперь пролетает 30-40, то есть полностью уничтожить производство, которое не будет подлежать восстановлению. Совершенно четко поменялась тактика и стратегия. Как будет реагировать мир, ну, Трамп, Европа? А это кого-то волнует? Нас нет, больше не волнует. Ну, с Трампом же все на Реагируют, мази. ну, Подождите, ну, слушайте, там же пандочка ну как сидит, они могут тигренок. реагировать? Они будут взывать к добру, разуму, к человечности. Ну, по поводу сектора Газа, геноцида палестинцев, они не взывают, потому что там коричневые люди. А тут, значит, белые люди погибают. Ай-яй-яй, как нехорошо. Ах, ай, какой кровавый Путин. Ай-яй-яй. А что они еще могут сделать? ПВО поставить? Откуда они его возьмут? Из задницы Меркель, что ли, вынут? Ну, еще раз, они
У них были совершенно другие концепции конфликтов, концепции ведения так называемых современных войн. Они максимум могут протянуть неделю-две на существующих складских запасах и существующем уровне производства, воспроизводства этих запасов. Ну, посмотрите, что у них случилось в Израиле. Там 12 дней более-менее чуть-чуть напряженного конфликта, ПВО больше нет. Конфликт в Украине длится уже вот 2,5 года. ПВО тоже нет. Там говорят, что вот, молодцы какие, Райтон смог таки увеличить, по-моему, Райтон их производит, эти самые, или Локхед, ракеты для Патриот. Они смогли увеличить производство до 60 ракет в месяц с 50. Это о чем? Это ни о чем. В месяц они производят столько, сколько тратится, условно говоря, наверное, ну, за час отражения там, налета герани, и то система ПВО моментально перегружается. Они просто физически не готовы к этому, к таким конфликтам были. И что-то я не вижу, чтобы как-то ситуация радикально менялась в смысле производственных мощностей ВПК, потому что это занимает не только время и деньги, но это еще, скажем так, необходимы соответствующие кадры, а их нет. Но если все-таки Поэтому я просто- переложить, подождите, если все-таки переложить последствия на Украину, тут все, тут падение финансирования, будет разруха дальше увеличиваться, увеличение Ну да, ударов по там газовой инфраструктуре, топливной инфраструктуре, понятно, рост цен на все, плюс рост на мировых рынках. Ну, это да, же все. попросились мировые рынки. А откуда все идет? Ну, то есть, понимаете, в чем дело? То есть, бочка с дизелем, она же идет за евро. Ну да. Ну вот, а это будет рост, понимаете? А тут надо Ну, в будет, Украине, да, да, будет цен рост, то но не в есть, мире. сокращение запасов всего, падение экономики, то есть дефицит кадров, износ, в конце концов, того, что сейчас работает. Ну, то Вы есть, знаете, я вам так скажу, что есть статистика, например, да, ну как, это статистика не теоретическая, а практическая, набранная по множеству войн. Она говорит о следующем, если не ошибаюсь, что если мобилизуется более 30% трудоспособных мужчин, то экономика на ней может ставить крест. В Украине, я думаю, этот предел уже пройден достаточно давно. Ну, уже не говоря о том ущербе, который теперь наносится каждый день. Поэтому перспектив никаких. От слова совсем. Вопрос в том, когда посыпется фронт, либо когда посыпется что-то внутри. Я думаю, что скорее фронт посыпется, чем что-то внутри. Но европейцев, еще раз, это устраивает, американцев это тоже устраивает. Потому что каждый день войны, это, как они считают, еще больше урона наносится России. Поэтому... А сами за себя думать украинцы уже, по-моему, не в состоянии. ну, мы видим абсолютно параллельную картинку, например, вот это... Вы же помните, я, кстати, не помню, там, по силе Сибири мы с вами общались или нет когда-то, вот этим втором. Я просто... Темная история. Очень темная история, скажу сразу. Нет, так Очень все же темная. говорили, это все, это невозможно, это ужас, кошмар. Не, все Кто вам сказал, возможно. что это сейчас возможно? Ну как кто? На ШОС сказали. Где кто? Подписала Россия с Китаем Кто? силу Вы видели это? Сибири-2. Вы видели это? Вы видели заявление с китайской стороны? Вы видели какие-нибудь коммюнике? Вот я могу ошибаться, но на вчерашний день нет. Кроме заявления Миллера. Поэтому там такая же темная история, как и была, на мой взгляд. На самом деле. То есть вы продолжаете не верить в силу Сибири-2? Не то, что не верить, когда начинаю... Помните, были тоже такие игры, когда Роснефть подписала соглашение с Китаем о поставках, долгосрочных поставках нефти, а цены никто и не озвучивал. Типа нам очень выгодно, и все, заткнитесь. Ну, здесь то же самое. Если что-то есть, да, вот если есть, ну как подписываются там какие-то, как они говорят, юридически обязывающие. Подписывается китайская сторона, говорит об этом. Это отражено в документах, это упоминается и тому подобное. Правильно? Я ничего не нашел. Может, я плохо искал. Я могу наговаривать вполне. Тогда, скажем, примите мои извинения.
Но я ничего не нашел, кроме единственного первоисточника, это слова Миллера, который почему-то даже не поехал в Китай. Нет, Поэтому, ну, конечно, это красивые разговоры о том, что ха-ха-ха, Европа осталась без российского газа, потому что теперь весь российский газ, который предназначался Европе, пойдет в Китай. Замечательно, прекрасно. Пруфчик бы посмотреть, что действительно что-то юридически обязывающее подписано, что есть какие-то планы, которые говорят, что там, условно говоря, через 3 года будет построена «Сила Сибири-2», примерная стоимость строительства такая-то, формула ценообразования для газа такая-то, примерно, да? Что достигнуто понимание по ключевым вопросам. Вот да, это я понимаю. елки-палки, что ты будешь делать? Слушайте, приходит вот свежее опять. Да, ну я не могу просто из этих новостейная лента. Значит, у европейских лидеров состоялся горячий разговор с Трампом. Они не ожидают от него введения новых санкций против России. Среди европейских лидеров царит, цитата, «недовольство и разочарование после разговора с Трампом». Это пишет Бильд со ссылкой на свои источники, ну, видимо, те, кто там рядышком был. И знаете еще прикол с этих всех звонков? Опубликовали, Договорились? Договорились? опубликовали фото и все остальное. Сидит Урсула и этот Кошта, ну, который Евросовет, Да, да, да. и звонят Моди. Представляете? Сидят и Моди звонят. Моди, как ты? Чувак, давай мы вместо пиндосов с тобой дружить будем. Ну, то есть, смотрите, то есть, и это вот прошел условно час после того, как Зеленский вышел за пределы Елисейского дворца. Ну, то есть мы понимаем, что все было очень и очень непросто. И Ну, я думаю, просто на Аляске-то еще раз. Ну, Путин не просто так полетел на Аляску, Трампу не просто так такой прием устраивал. Я думаю, что было понятно. Ведь у Трампа, ну, еще у него как минимум в окружении 2 лагеря. Один лагерь – это махровые такие неоконы, все эти Келлоги, Рубики, Бессенты и вот эта вся шелупонь. А второй, ну, условно говоря, включать того же, наверное, Венса можно, более такие прагматики, которые, в общем, с головой очень немножко дружат и, наверное, обладают какой-то реальной информацией. Не той, которую им дают спецслужбы. Причем, еще раз, эта информация преподносится политикам так, чтобы она совпадала с их линией видения ситуации. То есть ценность этой информации ноль. Много раз это говорилось. Соответственно, ну, в тот момент Трамп был под влиянием групп, условно говоря, Венса. Договорились. Договорились, как я сказал, о чем? О том, что Вова, закапывая их в чернозем, месяцев через 6-7 все порешаем. Они сами на все согласятся. Приду я, великий Трамп, и скажу: смотрите, я миротворец, я таких помирил. Видите, сколько у меня времени это заняло, но я лучший президент, я упрямый, я добился мира. Ну, ну. И поэтому, на самом деле, вот, если вы посмотрите тоже, ну, на тот же, скажем, твит Трампа, что вот эти вот гады, типа, договариваются против меня, да, там кто там был, товарищ Си, товарищ Ин и товарищ Путин, троица святая, что вот они против меня. Ну, никто ничего не сказал, только Ушаков так очень выверенно сказал: ну, у Трампа же есть чувство юмора. да, да. Вот, да, это все еще раз новостной шум, не более чем. Всё, Ну, вы бла, бла, даете, бла. вы даете 9 месяцев. Следующая итерация. Вот слушайте, я всегда даже в рыночных прогнозах мажу таких серьезных, мажу на квартал. Поэтому плюс-минус 3 месяца. Я просто, вот видя то, как сейчас выносится и промышленная, и топливная, энергетическая инфраструктура Украины, я как-то очень сильно сомневаюсь, что, скажем, весной население Украины там, оно будет готово уже на все. На любые договоренности, либо чтобы только появилось тепло, свет, вода и газ, и перестали пролетать шахеды.
Ну и давайте, вишенка, закончим, подведем итоги к нашим вопросам. Их очень много, друзья. Спасибо большое, что смотрите. Нас 28,5 тысяч человек. Поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. И, конечно, Димуру уважьте, загляните к нему в Телеграм. И ссылка на его, как это, крайний последний семинар. Ну, в общем, свежий семинар Димуры, ссылка в Свежий, описании. свежий. Да, самый свежий. Первой свежести. Степан Геннадьевич, я, ну, хочу, чтобы вы отреагировали. Мы с вами постоянно говорим о каких-то, ну, процессах деградации элит там и все остальное. Конан Макгрегор заявил, там в конце октября выборы в Это Ирландии. этот бом-бом, да? Да, значит, что он идет в президенты. Из обещаний, ну вот таких, да, говорит, в общем, ни одно решение не пройдет без того, чтобы я не посоветовался с народом. Ну, в общем, заставим все там правительства и всех остальных уважать народ. Нет, ну то, что Конан Макгрегор может заставить уважать, это, в принципе, все понятно. Но с другой стороны, есть же пример. Ирландия, конечно, не Киев, но есть же пример Кличко, который тоже как бы был в силах заставить уважать. Ну и что мы имеем с Киевом? С одной Вы стороны. имеете то, что имеете, вы имеете Майдан. А если взять, например, другую страну, такую интересную, Швейцарию, там, по-моему, за последние, что ли, 200 лет, могу ошибаться, да, было проведено в районе 900 референдумов. Слушайте, хорошо живут, поэтому есть нормальные примеры, действительно, когда народ что-то определяет, серьезные какие-то вопросы. Пожелаем Конору удачи, потому что в данных, скажем так, политических реалиях и при том, что, на мой взгляд, количество дебилов в системе управления перешло в качество, ну, это нормальный такой сценарий, когда любой серьезный вопрос выносится на обсуждение народа, просто для политика это супер. Ребят, вы же сами хотели, получите. Я здесь при чем? Я только предложил. Разумно? Так что, Конан президентом станет? А почему нет? Ну, смотрите, если там сейчас, скажем так, у Фараджа мощнейшая поддержка в Британии, и он может выиграть выборы, потому что, ну, не принимая во внимание специфику электоральной системы Британии, потому что Лейбор, ну, все, они превратились в этих самых консерваторов. Такие же рейтинги и такой же вообще полный сюр и провалы везде. Поэтому, да, вот у Фараджа реальный шанс. Почему у Макгрегора не может быть шанс? Я думаю, что ему в избирательную кампанию э, те же некоторые пиндосские организации вкачают очень много бабла. Да, друзья, подведем итоги и будем к вашим вопросам переходить. Кто больше уклоняется от остановки войны в Украине? 2% Трамп, 4% Путин, 41% Зеленский и 53% все-таки желающие уклоняются, чтобы остановить войну в Украине. Ну, Просто каким образом, извините, перебиваю, ваши зрители различают Зеленского желающих? Нет, загадка. Ну, одно лицо. ну, тут уже как бы подождите. Желающие тоже. Вот смотрите, Мелони Я желающие. имею в виду бритов, понимаете? Ну, желающие, да. Я имею в виду бритов, которые всем этим рулят. Ну, Мелони, ну, да, такая прикольная чувиха. Дорожки на нее, конечно, влияют. Это ее закатывание глаз, подергивание носиком, это бесценно. Нет, ну она же войска не отправляет, понимаете? Дергается, а войска не отправляет. Там Ватикан под боком могут по башке дать. Ой. Значит, переходим к вашим вопросам, друзья. Поехали. Значит, вот такие вопросы у нас есть для вас. Добрый вечер из закрытого клуба зрителей. Добрый вечер, дядя Степа и Александр. Вопрос. Возможен ли все-таки новый Майдан в течение 4-3 месяцев в связи с тем, что народ Украины уже устал от войны, и результаты ее уже имеют четкие очертания, а войну затягивает Европа и никто другой? Неужели люди так и
и будут просто ждать, что за них же решит коалиция желающих войны. Ну, смотрите, для любого Майдана нужно две вещи. Это эволюционная ситуация, которую создает никто иной, как правящий режим. Она, в принципе, налицо в Украине. И вторая, не менее важная вещь, это руководящая, направляющая сила. На Майдане она была в виде, скажем так, западных кураторов, американцев, ну и бендеровцев, которых они выращивали там, грубо говоря, с 1954 года в изгнании. Ну и после падения Совка. При Совке, кстати, то же самое. Сейчас я не очень хорошо себе представляю, на самом деле, все тонкости украинской внутренней политики, но руководящая, направляющая сила, наверное, можно быстро создать из тех же олигархов, которым тоже все достало, потому что они начинают терять активы. И их активы находятся под угрозой национализации, потому что их нужно отдавать западным владельцам. В принципе, я думаю, такую силу может сформировать очень быстро. Руководящую, направляющую. Да. А эволюционная ситуация, она налицо, на мой взгляд. Сообщество YouTube, похожий вопрос. Как вы полагаете, сколько от синей бороды, сколько еще Европа будет барахтаться в парадигме войны в Украине? Там, в Европе, До народ... последнего. Нет, ну там народ не восстанет против своих властей. Не. Почему? Там народ восстает, пытается восставать во время электоральных циклов. Крупный электоральный цикл был в прошлом году. Теперь до следующих выборов достаточно далеко, если только не будет экстренных выборов. Степан, спрашивает пользователь, он слонс. Вот вы все время говорите, что мы живем в особо одаренное время. Приведите пример эпох, где не было столько большого количества D, B, лов, как сейчас у рычагов власти. Пожалуйста, возьмите, скажем, Штаты где-то, наверное, до 90-х годов, там все было в порядке. Европа тоже до середины 80-х, 90-х годов. Возьмите ту же Маргарет Тэтчер. Да даже на самом деле при раннем Брежневе тоже, в общем-то, особой дебильностью решений не отличались. Поэтому примеров полно, потому что, еще раз, это исторические циклы. Ну, возьмите даже вот элементарно, вот, на примере Штатов, да. Был там тот же Бжезинский, были те же Рокфеллеры, которые формировали и в достаточной степени, скажем, внешнюю политику США. Посмотрите, какие вещи они проворачивали, как они проворачивали создание системы петродоллара, как какую политику они вели по отношению к Китаю и России. Слушайте, ну там, как они планировали и воплощали Афганистан. Ну, ребята, это были великие, на самом деле, комбинации, которые проходили без сучка и задоринки. Посмотрите, что сейчас. Уже теперь афганская война американцев. Замечательно. Какой прекрасный вывод войск. Да? Это вообще позор. Это реальный позор. А что вы думаете произошло с генералом, который был ответственен за вывод американских войск из Афганистана? Погуглите его фамилию. А потом погуглите фамилию того генерала, который сейчас командует войсками США в Европе, который не так давно заявил, что у нас есть суперплан по супербыстрому взятию Калининграда. Это одна и та же фамилия. То есть никакой ответственности товарищ не понес. В принципе. То есть это деградация. Сергей Швед спрашивает, вопрос, на 24 год общий долг достиг 102 триллионов долларов. Львиная часть долг США. Кому в конце концов... Что значит общий долг? Минуту. Ну, смотрите, совокупный долг. Кому в конце Частного концов... сектора и государственного? Кому в конце концов все страны должны, и что случится, если вдруг все страны отдадут свои долги? Спасибо.
Я думаю, вопрос на самом деле в том, это государственный долг или это совокупный долг государственного и частного сектора. Потому что если мы берем совокупный долг гос- и частсектора, включая серую банковскую систему или теневую, как они говорят, а Китай давно уже обогнал и США, и Европу на минуточку в долларовом эквиваленте. Поэтому сейчас я думаю, что это на самом деле госдолг, совокупный мировой госдолг, скорее всего. Ну так, по цифрам просто. Потому что мировой ВВП что-то в районе 80 триллионов. Ну, как раз чуть-чуть больше 100. Никто никогда никому ничего не отдаст. По одной простой причине. Потому что что такое ВВП, что такое ВВП, как он считается, это практически финальные продажи. Конечные продажи, он так считается. А из чего вы выплачиваете долг? Вы выплачиваете долг из прибыли. Если у вас отношение Как долга к это? продажам. Храните деньги в сберегательной кассе, если они, конечно, у вас есть. Да, вот, Да. из прибыли. Поэтому никто ничего выплачивать не собирается. Просто вопрос всегда в том, какие последствия наступают для какого-либо субъекта управления, если он объявляет дефолт по долгу. Если, скажем, это США, ну им ничего не будет. Если это Китай, ему тоже особо ничего не будет. А если это какой-нибудь там, ну, да любой, возьмите любую страну изгой, тот так называемый, тот же Иран. Ну, у них, правда, нет, но ну, дефолтнулись бы, ничего не было бы. А все остальные ребята в очередь, вы теперь долговые рабы. М, Так, вот вопрос из нашей рубрики «Чтобы помнили». Серж спрашивает. После Майдана Димура говорил в своих интервью, что и семинарах, что пиндосы взяли Украину под внешнее управление и будут делать из страны витрину, а также, что России очень повезет, если то же самое будут с ней. Что это было, глупость или измена? Ну, конечно, идиотский вопрос, да. Нет, вопрос не идиотский, вывод идиотский. Это была не глупость. Пиндосы действительно рассчитывали сделать из Украины витрину, об этом писал, кстати, очень много тот же Бжезинский в последние годы своей жизни, что Украина должна стать примером для России, чтобы русские поступили точно так же. Но успели они, ну, скажем так, гладко было на бумаге, да помешали овраги. Единственное, что они смогли сделать, это сделать некую витрину, ну, скажем так, превратить ВСУ в боеспособную силу. В реальную боеспособную силу в начале войны. И в начале войны, в общем, ну, Украина, она просто аннигулировала Путин, ВС РФ. Ну, в них было же вкачано 18 триллионов рублей, да, модернизация, все остальное, а связи в войсках не было, никакого прикрытия ПВО не было, когда они вошли. Потом у нас же гениальные генералы, там Герасимов тот же, да, начальник генштаба, танковые прорывы в распутицу. Танковые прорывы в распутицу по асфальтовым дорогам, без прикрытия ПВО, без прикрытия авиации. Гениальная идея. Ну, и когда вы пускаете, извините меня 90-тысячную группировку, которая до этого провела, наверное, как минимум 3 месяца в полях на учениях, чем занимается армия в полях на учениях? Кто служил, тот знает, не буду говорить. Да? Дали им пайка на 3 дня, боезапас на 3 дня. Вперед! На Киев или куда-то, на Херсон, еще куда-то. Ну, конечно, я причем говорил, что ну, когда американцы слили план, на самом деле, наступления, они его слили где-то, по-моему, в ноябре 2021 года. Почему-то из этих патриотов, которые задают такие вопросы, никто никогда не задавался вопросом, а каким образом у американцев оказался план наступления. А я-то долго над этим смеялся в открытую, потому что, ну, понятно, ну, это только идиот может следовать этому плану. Потому что 300-тысячная группа ВСУ, группировка порядка 90-100 тысяч наступает по разным направлениям, танковыми прорывами по распутице. Финал очевиден, просто он очевиден.
Ну, когда это случилось, я вообще в осадок выпал. Они действительно следовали этому плану, у американцев был реальный план наступления. Офигеть, да? То есть, вообще задайтесь вопросом, хорошо, ваш противник, американцы каким-то образом получают план наступления, его сливают, становится. Что сделает нормальный, адекватный человек или военачальник, или политик? Он поменяет этот план, правильно? Но ничего не поменяли. Ну вот, и все шло, в принципе, как и должно было идти, потому что это была операция по смене режима, очередная провалившаяся, на самом деле, операция Запада. И, как вы знаете, я резко изменил свою точку зрения как раз после того, как Запад отказался от Стамбульских соглашений. Потому что тогда уже лично мне все стало ясно. Ну, да, еще помогли, объяснили. И сам поучаствовал. Все стало ясно, что будет и с Украиной, и что будет дальше. По одной простой причине, что у Запада и Украины нет стратегической глубины. У России она есть. Это и экономика, и производственные мощности, то, что было на складах, возможности по набору резерва в армии и тому подобное. То есть вообще несравнимо просто вещь стратегической глубины. Ну и извините, 3 года до боли, теперь уже больше 3 лет назад. Больше 3 лет назад я совершенно четко сказал, что будет и как будет развиваться, как что будет сливать. И что будет с Украиной. Так оно и вышло. Поэтому я и не предатель, как вы сказали, и не глупец. Просто всему свое время. И нормальный человек всегда изменяет свою точку зрения, если, скажем так, те модели развития ситуации, которые у него есть в голове, они перестают соответствовать реалиям на Земле, особенно когда вы знаете планы. Михаил, уважаемый Александр Степан Геннадьевич, посмотрел статистику рождаемости мальчиков на Украине с середины 90-х. В лучшие годы рождалось около 200 тысяч, перед СВО около сотни тысяч в год. Недавно Скотт Риттер в интервью Эндрю Наполитана обозначил цифру украинских потерь 1 700 000 военных убитыми. Это же получается, Это не только убитые, но и пропавшие без вести. ну это в этой войне это убитые, ну Да. большинство. Хотя, конечно, мы очень, Формально, чисто формально, да. ну, в общем, все понимают. Значит, это получается, что это около 10 лет. Десятилетнее поколение мужчин уничтожено, ужас. Как вы думаете, сколько еще жертв надо слугам народа? Ну, пока, скажем так, либо не рухнет фронт, либо их просто не снесут изнутри. Но я не думаю, что, понимаете, ну хорошо, Зеленский, скажем так, у него репутация уже внутри подмочена, ну заменят на Залужного. Ну, дадут там украинцам, может быть, еще 2-3 месяца надежды. Но за эти 2-3 месяца, ну, еще вообще все закопают просто в чернозем. Герани вообще сотрут все в порошок. Тут ситуация, увы, патовая. Значит, следующий вопрос вот такой. Два их от пользователя. Степан Геннадьевич, читали ли вы, что Си Цзиньпин является чингизидом, потомком Чингисхана? И второй вопрос. Породнится ли батька Лукашенко с Си Цзиньпином? Будет ли китайская принцесса на белорусском троне? Я не знаю, понимаете, является ли он чингизидом. Вообще-то чингизидами являются казаки. Они даже, по-моему, про это фильм сняли. Что они потомки Чингисхана. Какое имеет отношение товарищ Си к казахам, я не знаю. Генетическое. Сомневаюсь, что имеет какое-то. Но дело в том, что это все сказки, конечно, про Чингисхана и все остальное. Ну, например, то, как нам описывают историки правление Орды на территориях современной России. Ну, там мужиков убивали, женщин насиловали, бла-бла-бла. Значит, должны остаться генетические следы. Генетических следов никаких нет. Где-то 50, даже в некоторых областях до 60% населения является носителем арийской гаплогруппы R1A1. Никаких следов раскосов вообще. Также почему-то ни монголам, ни татарам в их эпосе ничего не известно о таких великих походах, о таких великих людях.
А все те гробницы и курганы, которые находят, приписывают великим монгольским воителям и, скажем так, китайским династиям, ну, они содержат достаточно трупы, вернее, скелеты и бальзамированные мумии людей, ну, с ростом по 2 метра, европейской наружности и имеющих как раз арийскую группу R1A1. Так что читайте сказки дальше, исторические. Александра задает вопрос. Отменит ли Верховный суд США пошлины, введенные Трампом с нарушением закона 1977 года, где сказано, что у президента США нет таких прав, полномочий? Вот как раз по поводу прав и полномочий сейчас, скажем так, спор там идет, апелляционный суд отклонил на самом деле введение Трампом пошлин на основании того, что у него не столько не было полномочий, а то, что у него не было никаких реальных предпосылок для использования этого закона. То есть никакой экономической угрозы не существовало. Судя по всему, Верховный суд США будет это рассматривать в ускоренном порядке. Трамп уже бесится и носится и пишет, что это будет конец Америки. Ну, как вам сказать, отменят пошлины, все вернется на круги своя. Рынки даже могут подрасти на этом, если отменят. Но деньги-то придется еще вернуть, которые же собрали законным владельцам. Я не знаю, какое решение примет Верховный суд США, но это будет интересно, скажем так. Я не знаю. Я думаю, что могут отменить на самом деле. Значит, Потому что Трамп уже, вот есть два сейчас мировых лидера, которые реально достали всех. Это Трамп и Нетаньяху. ну, в общем, пользователь пишет вопрос к Гемуре. Это чат-трансляция, уже можно писать в чат-трансляции, пишите свои вопросы сюда. Что вы порекомендуете на эти 3 года до завершения кризиса? Чем занять себя, если нет сбережений и сил к тяжелой работе? Спасибо, Александр, всем добра. Не знаю, ну, займитесь здоровьем, какой-нибудь найдите, не знаю, если у вас специальность, которая не приносит вам дохода, желаю вам, переквалифицируйтесь. Условно говоря, пытайтесь инвестировать в себя. Пользователь КАП, здравствуйте, вопрос. С чем могут быть связаны убийства Фарион и Порубия? Не знаю, слушайте, не знаю. Скорее всего, это какие-то разборки внутри ОПГ, потому что не секрет, что, в принципе, все эти нацбаты, все остальные, это одно большое ОПГ. Там есть внутренние разборки. Ну, а если это, скажем так, там есть русский след, ну, плюс в карму нашим спецслужбам. Значит, ну тут комментарий, что мистер Вилл Тувин, в общем, потомки Чингисхана это шорцы, народы, проживающие на Алтае, рыжие монголы. О как. Есть Рыжие. еще палестинцы, альбиносы. А тут рыжие. Тоже, кстати, рыжие. Значит, спрашивает, давайте объединим эти два вопроса. Вот спрашивает пользователь ЗИУ. В общем, Александр, Степан, здравствуйте. На других планах есть деньги? Если есть, то какие? На других что? Не понял, на других планах. А на других планах. Ну, о каких планах вы Не уточните, знаю. пожалуйста. Греф выходит и говорит, рубль сейчас переукрепился, и вряд ли стоит ожидания для его дальнейшего укрепления. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, динамика рубля ни от Грефа, ни от правительства больше не зависит. Все. Как все? И Ну все? как, меня просили прокомментировать слова Грефа, я и сказал, что, на мой взгляд, ни от Грефа, ни от правительства динамика рубля не зависит. Напрямую. Косвенно, да. Чем больше идиотизма не делают, тем крепче становится рубль. Тут уточняет, планетах, других духовных мирах, есть там деньги или нет.
Ну, Нет, нет, глубокий вопрос какой. нет, денег там нет. Это атовизм. А что может заменить деньги, Степан Геннадьевич? Есть другие средства обмена, эквивалентные обмена. Владимир Степан, Россия победит в широком смысле этого понятия. Ну, если вы говорите о официально заявленных целях СВО, я думаю, да. Мария Иванова, вопрос. За Бриты... исключением одной, за исключением одной. От бендеровцев невозможно избавиться, потому что это идеология. Это философия, это идеология, от нее невозможно избавиться. Мария Иванова, бриты наши деньги забрали, что делать? Ну, там же написал Медведев пост об этом. 1,3 миллиарда Нет, 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 ну а чего процентов. вы хотите? Хозяин вернулся. Последний глоток свободы. Надо что-то написать. Скажите спасибо, что ядерную войну не начал. Так что, о чем вы говорите, какие деньги? Все живы, слава богу. Юла, вопрос. Почему мрут политики в Германии АДГ? Хороший вопрос. Реально. Прям вот сколько уже, 6 или 7 кандидатов. Да, А на самом деле в этом выборном цикле, по-моему, 16 кандидатов погибли. 16, да. Да, вот, ну, может быть, очень волнуются, работа нервная, ведь они все уже, насколько я понимаю, достаточно возрастные товарищи, там, с сердцем проблемы, еще что-то. А может быть, спецслужбы работают. Юрий пишет, рубль валят и валят сознательно, отменили репатриацию валюты в Россию экспортерами, плюс А это ни о понижение чем. ставки, это означает, что валят и пополняют бюджет, считает Юрий. Ну, они его валят уже, по-моему, который месяц, да, если не который квартал, и все как-то он не валится, поэтому, наверное, что-то не так с аргументами Юрия. Дарья Компанейцева, здравствуйте, Степан Александр, что будет с Крымом в ближайшие 30 лет? Ну как, если не будет, скажем так, насколько я понимаю, там единственные такие серьезные разломы идут по как раз под Крымским мостом. Максимум, я думаю, что может снести Крымский мост. А так, я думаю, Крым останется на месте. М, То есть там такая вулканическая активность и сейсмическая активность достаточно низкая. И там ей неоткуда взяться. Серьезно. Пока. Какая, Будет на месте. какая перспектива у Казахстана, не станет ли он провинцией Китая? Ну, он почти уже, да. Китай сейчас очень мощно, на самом деле, входит в Среднюю Азию. Вот подписано с Киргизией соглашение о строительстве, на самом деле, одной из нитей шелкового пути в обход Казахстана. Ну, если, я думаю, казахи в себя не придут и не откажутся от порочащих связей с бритами и Западом, китайцы их додавят. Странно, недавно глава Ирана обвинил Кремль в помощи Израилю во время 12-дневной войны. Скажите Кто это что-нибудь. сделал? Ну, там не глава Ирана, там какой-то... Сейчас вылетело какое-то издание. Ну, кто-то там. Было такое Да, заявление. он уже потерял работу, да. Он из команды этого самого бывшего министра, сейчас не Захер, нет, Шариф или кто-то. И, короче, там есть такой у них достаточно влиятельный демократ. Вот. Он как раз возглавлял согласование Это значит, смотрите, ядерной. это в воскресенье заявил член Совета Ну, я читал, по да, да. определению политической целесообразности Да, он уже Ирана не член этого совета. Сиед Махмад Садр. Нет, Вот. а он сторонник Зарифа, по-моему, как-то так. У них есть такой великий демократ, который как раз очень хорошо подставил Иран с ядерной сделкой в свое время, с GCLP. А, Он уже больше там не работает. Говорят, Но это на самом деле бред сивой кобылы, потому что а, расположение радарных установок, оно
достаточно хорошо и легко вычисляется различными видами спутниковой и аэроразведки. Владимир говорит, что, говорят, грядет суперкризис а-ля 29 год, 1929. Когда и с чего он начнется, Степан Геннадьевич? Ну, кризисы начинаются ни с чего, это потом приписывают. На самом деле, почему они начались? Ну, кризис 8-9 года, как нам объясняют, начался из-за Lehman Brothers, да, ну, бред сивка был, конечно. Я думаю, что он начнется, если судить по рынкам, ну, если не начался, то я думаю, начнется до конца 25 года. И 29 год он будет так. Ольга Белова, какая перспектива у союзного государства и ШОС? Будет ли переучреждение до прототипа СССР? А при чем здесь ШОС СССР? Вот если так разобраться. У союзного государства, ну, я думаю, сейчас процесс активизировался. Перспективы конкретно союзного государства не знаю, но, скажем так, сотрудничество, скажем так, формализация всех институтов союзных государств, я думаю, невозможно. Возможно только поглощение Белоруссии России, экономическое и политическое. А что касается ШОС, ну, поживем увидим, потому что там создание банка, создание там чуть ли не единой валюты, ШОС. Ну, мы такое слышали с БРИКС, а вот с ними там. Одно дело бумажки подписывать, а другое дело все это реально реализовывать на практике. Посмотрим. Да, друзья, всем большое спасибо за сегодняшний вечер, сегодняшние ваши вопросы и, конечно, внимание. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк этому видео и написать хороший добрый комментарий в буйстве идиотизма и не очень хороших перспектив, которые там сулят, по крайней мере, в начале осени, перспективы хотя бы ближайших недель, месяцев. В любом случае, вы у нас самое лучшее, и спасибо, что приходите по четвергам на наши разговоры со Степаном Демурой. Степан Геннадьевич, благодарю за время и мысли. Спасибо вам, спасибо за ваше время. Всем удачи. Берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. До скорого.